Энгин втайне от Серкана соглашается помочь Эде с проектом. Альптекин не сказал Айдан о том, что Мэла будет работать в холдинге. Флористки мне не хватало, так еще и ее подружка, подумала Айдан. Упомянув Фифи, Эда просит помощи у Эрдема. Сейфи видит, как грустит хозяйка. Айдан решает позвонить Эдде, чтобы та попросила подругу уволиться. Эдде не нравится такая беседа, и она кладет трубку. Приехав в офис, Селин удивлена видеть Серкана. Только она знает, почему 19 августа он не ходит на работу. Селин представляет Серкану свою новую ассистентку, которую нанял его отец. Эрдем настраивает для Серкана пришедшие ему часы, измеряющие пульс и давление. Эда спрашивает у Селин, что значит для Серкана день 19 августа. Та говорит, что это особенное, и делится он этим только с особенными людьми. Селин подготовила новый проект. Милек велят делать заметки. Та садится между ними и говорит, что бок о бок работается лучше. Серкан увидел, что Эда уходит и собирается работать над домом, в котором поселят зарубежную звезду. Эда объявляет, что будет делать проект ради счастья влюбленных людей и просит к ней присоединиться, кому не страшно. Команда делится надвое, а Серкан говорит, что приедет посмотреть. Энгин говорит, что в чем-то Серкан прав, и они опозорятся. Эда предлагает рискнуть. Энгин раздает задание. Эде выпадает заниматься дизайном интерьера. Она говорит, что не сможет, а Энгин говорит попросить помощи у свекрови. Эрдему, который спешит в Каракёй, пока нужный магазин не закрылся, помогает Фифи. Прилетел менеджер певицы. Эда пытается его задержать и назначает встречу в парке. Серкан спрашивает у Селин, узнала ли она, как к журналистам попал контракт. Та не выдает Ферита и рассказывает, что журналисты копались в мусорном баке. Серкан просит Лейлу позвонить Эдде и узнать, как там дела. Лейла говорит, что только что недавно звонила Энгину. Перил предлагает им помочь, но Серкан настаивает оставаться в офисе. Он просит Лейлу позвонить Эдде по видеосвязи. Эда тем временем встретилась с менеджером певицы. Лейла рассказывает Серкану, что Эда на деловой встрече с красавцем-мужчиной. «Так, мне надо сосредоточиться на работе», — говорит Серкан. Перил напоминает ему, что они уже закончили работу в офисе. «Тогда я поеду», — говорит Серкан, одевая свои новые умные часы. Эда говорит менеджеру, что на стройке пока пыль и грязь. Но тот все равно хочет пойти. Эда говорит, что нельзя с собаками, так как у одного из рабочих аллергия. Менеджер просит пару часов поиграть с Бобби. Эда предупреждает Энгина о приходе менеджера, а сама едет к Айдан просить помощи. Поупрямившись, Айдан соглашается помочь. Эде очень понравились ее дизайнерские решения, и она даже обняла свекровь. Фифи, Эрдем, Мелла делают закупки. Возле Меллы снова крутится Каан, но так к нему уже относятся не столь тепло. Айдан Эде на помощь посылает Сейфи. Та просит ее помочь с Бобби. Приходит Серкан.
«Что ты здесь делаешь и кто ты такая?» – говорит Серкан Эде. «Представляю твою ненаглядную. Севда», – говорит Айдан. Эда рассказывает Серкану, что команда уже все делает. Вдруг звонит Энгин. Говорит, что приедет Фикрет, и ему тоже надо быть. Серкан предлагает Эде ехать с ним. «А что же, моя машина не машина?» – спросила Эда. Все же Эда с Серканом едут вместе, так как транспорт Эды не заводится. Энгин, разбираясь со всеми вопросами, видит в окно, что приехал господин Фикрет. Как раз в это время Серкан с Эдой заходят с другого входа, и Серкан уводит Фикрета, не дав ему войти. Работа над домом кипит. А Серкан говорит Фикрету, что его певица очень привередлива. И он задал им невыполнимую работу. Фикрет спрашивает, рассказала ли ему Эда их с женой историю. Фикрет добавил, что для любви он готов на все. Серкан честно говорит, что проект невозможно закончить вовремя. Фикрет же считает Эду очень хорошей за то, что она хотя бы попыталась. Менеджер певицы видит, что работу невозможно выполнить до завтра. Он говорит Эде, что позвонит госпоже Севде. Эда просит довериться ей и подождать до завтра. Менеджер соглашается и говорит привезти ему его собаку утром. Эда, чуть не плача, говорит всем, что работа отменяется и можно расходиться. Серкан Балат был, как всегда, прав, и я неопытная, и попыталась прыгнуть выше головы, сказала Эда. Тем временем к дому подъехал Серкан и попросил оставить их с Эдой наедине. Эда признает, что совершила ошибку. Серкан говорит ей, что в бизнесе нельзя ничего делать на эмоциях. Нужна логика, планирование и рационализм. «Ты очень упряма», — сказал Серкан, — «но на ошибках учатся». Эда говорит, что идет распустить людей. А Серкан спрашивает у нее, что она так быстро сдается. И вдруг Эда видит остальную часть команды, которая приехала на помощь. «Принимаемся за работу», — скомандовал Серкан.